Когда я начала учить китайский язык, я окунулась в мир китайского медиаконтента. Среди бесконечной ленты одной соцсети мне попалась фотография. Китайский мальчик с книгой Катаева в руках. Это удивило и заставило смотреться. Нет, меня не удивляет то, что книга Валентина Катаева «Время вперед» есть в Китае. Меня удивляет то, что ее используют как реквизит в модной съемке для журнала. Сначала я подумала, что это фотошоп. Я мало что знаю о трендах Поднебесной. Но потом мне сказали, что фотографироваться с книгами на русском языке одно время в Китае было модно. В этой фотосессии использовали сборник стихов и рассказов Николая Тихонова, книгу «Молодая гвардия» Александра Фадеева и роман-хронику Валентина Катаева «Время вперед». Все эти книги о сложных переломных временах XX века, о тяжелых страницах нашей истории. Книга «Молодая гвардия», как и сборник стихов Николая Тихонова, о Великой Отечественной войне. Едва ли эти книги вызывают мечты и меланхолию. Я, например, не представляю, какой человек может читать «Молодую гвардию» без слез. Только не знающий контекста может с романтичным взглядом брать эти книги в руки. Но не будем критиковать авторов концепции этой модной съемки. Главное, что они сделали, это позволили этим книгам появиться в медиаполе 21 века. Интересно то, как путешествует культура, теряя одни смыслы и обретая другие, оставаясь при этом живой. Скажу честно, я не могу себе представить, чтобы какой-нибудь российский журнал, неважно с претензией на интеллектуальность или просто модный, дал бы в руки модели книгу Катаева. Для китайца эта книга просто книга на иностранном языке, сюжет которой он даже не знает. А у русского человека она может включить целый ассоциативный ряд. Так было и со мной. Я прочла советское издание «Время вперед», чтобы сформировать свое мнение о книге. Из детства помню только кадры фильма, музыка из которого навсегда осталась в памяти по заставке программы «Время». Вероятно, это было самое первое в жизни, что я услышала по телевизору. Программу «Время» смотрели все взрослые, не пропуская ни выпуска. «Время вперед» – роман, написанный Валентином Катаевым в 1932 году. Это хроника первых пятилеток, времена героев-строителей социализма. Сюжет книги разворачивается в течение одного дня на стройке металлургического комбината, вокруг которого стремительно растет город Магнитогорск. Фильм «Время вперед» сняли режиссеры Михаил Швейцер и Софья Милькина. Музыку к фильму написал композитор Георгий Свиридов. Я была приятно удивлена, узнав, что съемки фильма проходили в моем родном городе, Керчи, на территории металлургического завода имени Войкова в 1964 году. Фильм, безусловно, является самостоятельным произведением искусства, но на этот текст меня вдохновила именно книга. В романе «Время вперед» есть такой второстепенный герой – журналист Георгий Васильевич. Катаев его устами выразил важную для меня мысль. Поделюсь цитатой из книги. Мир в моем окне открывается, как ребус. Я вижу множество фигур. Люди, лошади, плетенки, провода, машины, пар, буквы, облака, горы, вагоны, вода. Но я не понимаю их взаимной связи. А эта взаимная связь есть. Есть какая-то могущественная взаимодействующая. Это совершенно несомненно. Я это знаю, я в это верю, но я этого не вижу. И это мучительно. Верить и не видеть. Я ломаю себе голову, но не могу прочесть ребуса. Эта цитата подала мне идею сделать видеокнигу «Культурный импульс». Я поняла, что и меня интересует то, над чем ломает голову Георгий Васильевич. Это взаимная связь событий, людей, культурных импульсов, могущественная и взаимодействующая, которую не видишь, но она есть, и ты в нее веришь. Книга «Время вперед» вызвала у меня много интересных размышлений. Образец советской литературы, харизматичные герои, главным из которых, несомненно, является время. Именно за его движением вперед наблюдать захватывающе интересно. В книге Катаева на самом деле очень честно описан человек той эпохи, который и строил атеистический коммунизм, и верил в Бога, единого для всех советских людей. Это именно тот реализм, согретый чувством и мыслью, который Катаев умел передать безупречно. И все же, книга «Время вперед» сегодня в России не популярна. Ее нет в школьной программе, она даже не реквизит фотосессий. Она спрятана в библиотеках, будто ей уже нечего нам сказать. Мне всегда интересны связи,
Поэтому я задалась вопросом, почему такой символический совет прочитать книгу Катаева «Время вперед» я получила через изучение китайского языка. Помимо коммунистической идеологии, есть ли здесь культурная связь? Удивительно, но есть. Связь создал сам Валентин Петрович, узрев в тенях на гигантской стене тепляка китайский театр теней. Через ровные промежутки, один за другим, катились большеколесные стерлинги, проносились друг мимо друга тачки, взлетали лопаты, дымился цемент. И все это свежее, сильное, молодое движение в невероятно увеличенном размере проектировалось, как на золотом экране на гигантской стене тепляка. Это был великолепный китайский театр теней. Катаев будто предчувствовал, что придет время, когда его книга на родине станет тенью и будет, образно говоря, возвращаться в Россию путем солнца, с востока на запад, из Пекина в Москву. Роман «Хроника. Время вперед» – это красивый литературный текст о временах и людях, которые были в нашей стране. Можно по-разному к ним относиться, восхищаться или ругать, но забывать об этом нельзя. В тексте Катаева в пыли круглосуточной стройки Магнитогорска время бежало в будущее, но не в то, из которого мы сегодня его читаем, ну или просто позируем с книгой «Время вперед». Будущее оказалось другим, непредсказуемым и неоднозначным. Но в этом и есть вся магия истории. Книга, которую сегодня не включают в списки обязательных к прочтению, фильм, который не смотрят на новогодних праздниках, марш, который не отзывается потребителям, потому что создан для творцов. И именно этот роман «Хроника» заставил меня задуматься, а как спустя 100 лет мы понимаем связность мира? А задаемся ли мы в принципе этим вопросом сейчас, когда время мчится еще быстрее? Прочитав книгу «Время вперед», мне показалось, что на самом деле автор нам сказал, что спешить не стоит, что человеку следует наполнять свои творения не только энергией труда, но и теплотой истории, традицией и верой, какой бы она ни была. Потому что без этого пустая слава рекордов, она мимолетна и бессмысленна. Признаюсь честно, я бы хотела жить с оптимизмом героев Катаева, с их дерзостью и готовностью преодолевать невозможное. Ведь с преодолением невозможного искра жизни передается новым поколениям. Вот такие мысли я вынесла из романа про завод «Бетон и скорость». Именно так однажды культурный импульс коснулся моей жизни, через язык, который я не знаю, через фото, которое я не искала, через книгу, которую я не читала и меньше всего ожидала увидеть в китайских медиа. Меня бесконечно удивляет сила культурного импульса, как какая-то картинка в бесконечной ленте бессмысленного контента находит твои глаза, как пытливый взгляд цепляется за книгу, как интерес заставляет ее купить, как жажда поиска находит ту самую цитату, которую ты, не осознавая, ищешь уже давно. Все определенно как-то связано, и очевидно, что эти связи куда более глубокие и понятных нам причинно-следственных. Это связи резонанса. Я верю, что творчество одних людей, если оно живое, настоящее и горящее любовью к жизни, непременно вдохновляет на творчество других. И когда я в очередной раз слышу марш из кинофильма «Время вперед», слишком торжественный для эпохи коротких видео и усталого цинизма, то непроизвольно задаюсь вопросом, а как бы звучал гимн будущего, в которое мы сегодня так стремительно движемся? Того будущего, которое не оставляет нам легких выборов, которое требует определить свои ценности и вопреки технологиям оставаться человеком. Однозначно это не будет примитивная мелодия для вирусного контента. Но все, что я могу, это написать короткий текст и смонтировать видео, чтобы этот культурный импульс продолжил свое движение вперед, к творцам. И может быть, какой-нибудь музыкант когда-нибудь в будущем дерзнет создать гимн нашего нового времени. Импульс вперед!